既然这样，为什么在宇浩指挥躲避的时取消你内院弟子的身份？想打架吗？ Хуэйхао и Ван Дунер теперь вместе. Было забавно наблюдать, как они постепенно привыкали к новой форме отношений. Намного приятнее видеть дочь Тансана, Тану Тун, в своем нормальном облике. Она больше не маскируется и выглядит как и положено. Нам даже Тансана и Сяву показали, которые довольно наблюдали за новой парочкой. Кажется, здесь Тансан совсем не возражает против Хуэйхао, а Ван Дунер даже передала мешочек своего отца. В оригинале Тансан вначале вообще был невысокого мнения о Хуэйхао и долгое время не признавал его. Если бы он не нравился его дочери, Тансан давно бы уничтожил его. Но в аниме все было по-другому. Тансан вместе с Сяву спокойно наблюдали за Ван Дунер и Хуэйхао. Его выражение лица было не злым, а скорее счастливым. Они тоже обнялись, словно говоря, что их дочь выросла. Это изменение в аниме предполагает, что в будущем не будет сцен, которые оказались слишком жестокими по отношению к Хуэйхао. На самом деле Хуэйхао можно считать хорошим зятем для Тансана. Он точно не даст в обиду Тану Тун. С его силой и способностями Ван Дунер может не беспокоиться безопасности. В будущем Хуэйхао станет богом-королем в Божественном Царстве, как и сам Тансан. В серии Хуэйхао раскрыл все секреты, касающиеся духовной души. Его назначили будущим главой павильона морского бога. Кроме того, клан Тан практически отстроен. Каждая из семерки монстров Шрека выполняет определенную роль. А изюминкой была встреча Ван Дунер и Ван Цюэр, которые очень похожи. Но, кажется, они не поладили и даже начали соревнования. Что же будет в следующей серии? Ван Цюэр наконец сняла свою вуаль и раскрыла истинную внешность. Она была очень красивой и сильно похожа на Ван Дунер. Они были практически идентичны, помимо того, что Ван Цюэр была немного выше и более взрослой. Между ней и Ван Дунер почти не было различий. Лишь во взгляде Ван Цюэр прослеживался какой-то холод и равнодушие, не свойственное Ван Дунер. Ван Цюэр также была потрясена, потеряв дар речи. Она даже протерла глаза, прежде чем снова посмотреть на Ван Дунер. Вдвоем они воскликнули: «Почему ты выглядишь так же, как я?» Да, они были одинаковыми и крайне удивились. Не только они, но и Хуэйхао и все присутствующие. Но Ван Дунер сразу заметила, что колебания духовной силы второй девушки отличаются, а сущность ее крови исключительно энергична, возможно даже сильнее, чем у Ван Дунер, и она не обладает духом богини-бабочки и атрибутом света, как Ван Дунер. За исключением внешности у них больше ничего похожего. Мы-то знаем, что она золотая львица, императорский зверь, что взяла облик богини света. Она пришла в академию, потому что тот человек, который ей нравится, Хуэйхао, учится здесь. По сути, она тоже пришла сюда ради Хуэйхао. Намечается любовный треугольник. Из трейлера видно, что хотя две красавицы, Ван Дунер и Ван Цюэр, встретились, они вели себя немного неловко и настороженно друг к другу. У них даже возникли разногласия и споры. Не могут два тигра ужиться на одной горе. Ван Дунер немного ревновала к ней Хуэйхао, ведь она выглядела точно так же. Кроме того, ничего не было понятно о происхождении и родни Ван Цюэр. Почему они похожи? Ведь ни у одной из них нет сестры. Поэтому Ван Дунер отправилась в павильон морского бога вместе с Хуэйхао, чтобы выяснить происхождение Ван Цюэр. Они провели расследование, но им все равно ничего не удалось найти. Происхождение Ван Цюэр остается загадкой, и она все время носит вуаль, что придает еще большей таинственности. Однако известно, что боевой дух Ван Цюэр – это своего рода чрезвычайно редкий боевой дух дракона. Золотой дракон, прародитель силы. Это мощный боевой дух, еще более редкий, чем сияющая богиня-бабочка и ледяная императрица Скорпиона. Как только Ван Цюэр присоединилась ко внутреннему двору Академии Шрека, она вместе с Хуэйхао и Ван Дунер выполняла задания по охоте на духовных зверей. Миссия была не очень сложной. Они отправились в Звездный лес за духовными кольцами. Там были и другие ученики внутреннего двора, а руководила операцией титулованная Цай Майер 95 уровня. Хуэйхао уже давно достиг 50 ранга, и ему нужно 5-е кольцо на духовных глазах, а Ван Цюэр на 60 ранге, что весьма впечатляет, учитывая, что ей еще нет 20. И у нее также нет 6-го духовного кольца. Руководитель группы Цай Майер отругала Ван Дунер и Ван Цюэр за то, что они не сотрудничали, а позже две красавицы чуть не подрались из-за владения кольцами. Они вдвоем очень разочаровали Цай Майер, и она тут же начала их ругать. Ван Дунер после обучения в Академии прекрасно знала, как признавать свои ошибки. Но Ван Цюэр отреагировала иначе, поэтому титулованная Цай Майер пригрозила лишить Ван Цюэр статуса ученицы внутреннего двора Академии Шрека. В конце концов, Цай Майер была заместителем декана отдела боевых искусств, так что она имела на это право. Однако Ван Цюэр это не убедило.
В ее глазах отразился гнев. Лишь после хорошей взбучки и выговора от Саймайер, Ван Сюэр и Ван Дунер отбросили свои обиды и начали сотрудничать. Что же сделала Ван Сюэр? После начала операции она вообще не подчинялась приказам старшего руководителя и приняла решение сама. Когда Хуи Хао и другие столкнулись с могущественными духовными зверями и приготовились уклониться от них, Ван Сюэр внезапно решила атаковать, подвергнув других опасности. Из-за этого Саймайер очень разозлилась. Она чувствовала, что Ван Сюэр заботится только о себе, не имея чувства командной работы и не знает, как сотрудничать со своими товарищами. Да, Ван Сюэр можно понять. Она императорский зверь, все ее уважали и ценили. Никто никогда не контролировал ее, не бил и не ругал с тех пор, как она родилась. Она привыкла быть свободной и позволяла себе следовать своему собственному характеру, поэтому она упрямо противоречила Саймайер. Будет интересно понаблюдать за соперничеством двух красавиц, Ван Дунер и Ван Сюэр. А рассказ о том, что же случилось у Дзянь Нэнань и Сюй Сэнши, практически готов. Это видео выйдет на новом канале через пару часов после этого, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить его. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, кто вам больше понравился, Ван Дунер или Ван Сюэр. Давайте также по традиции наберем 2000 лайков под этим видео. Буду очень благодарен. Подписывайтесь на канал и всем пока.